Всем привет! Сегодня несколько слов скажу о выборе молотка для работы с кожей. Ну и дам свои рекомендации. Изначально не рассматривал металлические молотки, хотя думаю, что они есть у каждого дома, и это самый такой простой вариант, самое простое решение. Нигде ничего не нужно искать. Значит, почему не рассматривал этот вариант? По тем соображениям, что от него очень много шума, и в домашних условиях сложно работать таким. Ну и плюс он будет нам разбивать инструмент, если будем долго его использовать. Поэтому даже не пытался работать таким молотком. Это в очень крайнем случае, если прям нечем больше, то можно взять такое. Смотрел различные видео по работе с кожей, и некоторые мастера рекомендуют покупать вот такие вот молотки. Это резиновый молоток из плотной такой резины, для укладки плитки используется он. Да, довольно бюджетный вариант. Значит, есть черный, есть белый. Изначально купил себе черный. Он у меня был, наверное, месяц или два. Вот. Потом купил себе белый. Значит, что с ними происходит? Происходит то, что резина от удара вот здесь, так как у нас удары точечные, вот, она начинает крышиться. Крышится, разбивается и приходит в негодность. Этот молоток, им уже, допустим, дальше работать невозможно. У меня был черный, с него прям высыпалась отсюда изнутри такая выбоина получилась с одной стороны, с другой, и он уже, его просто выбрасывает. Потом я пошел, купил еще белый. Белого мне хватило буквально на один раз. Я не знаю, может здесь резина используется в белых, не такая плотная. В общем, вот то, что с ним случилось за первый раз работы, и я от него сразу отказался. В общем, есть такая поговорка: скупой платит дважды. Я платил трижды. Все-таки потом решился на покупку более дорогого молотка, специального для работы с кожей, но здесь особо ничего специального, мне кажется, нету. То есть молотки, нашел такие же, допустим, там по 2000 гривен. То есть я не пойму, за что там платить. Вот. У нас средняя цена на такой молоток где-то 350 гривен. Он себя вполне оправдывает, потому что он прослужит дольше, чем, к примеру, тот же резиновый. Или, допустим, у моего отца есть дубовый молоток из дуба, но я уверен, что при длительных работах с металлическими пробойниками он тоже долго не прослужит. Вот. Этот же молоток, у него, во-первых, распределение веса здесь довольно хорошее. То есть основной он сам бьет. То есть у него здесь металлическая вставка, плюс сам вот этот материал достаточно тяжелый. И он сам бьет, не нужно прикладывать очень больших усилий. Вот. Единственное, что он тоже начал немножко откалываться. Я не знаю, будет видно или нет. Значит, но это все из-за того, что изначально пробойники, вот здесь у них не снята кромка, она острая. И вот здесь острые углы такие. То есть при ударах вот он просто повыбивал этот материал своими углами. Поэтому я все пробойники, которые у меня есть, я их пообтачивал, чтобы они не повреждали молоточек. Вот покупкой доволен. На данный момент это для меня самый оптимальный вариант, пока не нашел там чего-то другого, может лучшего. Вот. И рекомендую вам тоже не экономить на таком инструменте.
потому что экономии на самом деле нету в данном случае. Но это если вы решили работать достаточно долго, то есть у вас много заказов, и вы работаете там не раз в 2 недели, допустим. То есть если работаете постоянно, то вот этот молоток, он себя оправдает и окупит. Вот. Еще сделал для себя такое открытие. В общем, где-то услышал, что вот эти молотки, они выполнены из капролона. Или еще его, по-моему, полиамид называют. Значит, пошел на рынок и нашел этот материал. Значит, есть он продается в таких цилиндрических, в общем, заготовках длинных. Есть еще продается вот таких вот, ну, различной формы плитах, то есть они отрезают его. Я взял себе для пробития вот плита. Здесь она 10 миллиметров толщиной. У них был кусок, я его забрал весь. Продается этот материал на вес. Вот. Значит, скажу так, что вот эту заготовку, которая значительно больше, допустим, данного молотка, можно купить значительно дешевле того же молотка. Единственное, что если есть возможность, допустим, обточить ее, потому что она такой не совсем правильной цилиндрической формы, их отливают, скорее всего, и остаются разные там неровности. Ну, допустим, эту я брал 60 миллиметров диаметр. После того, как мне его обточили, осталось 55. 55, ну и так вот 85 миллиметров в длину. Ну и нужно еще, чтобы сделали правильное отверстие по центру. Вот, и все, осталось сделать ручкой, будет тот же молоток. Поэтому, если есть у вас возможность обточить и сделать, довести как бы до ума вот такую вот заготовку, то может и не стоит покупать уже готовый молоток, вы сами можете сделать себе, в принципе, любой конфигурации, допустим, там тяжелее, больше, меньше, какой угодно можно сделать. Еще хотел сказать, что есть такие же заготовки, только квадратные в разрезе. Вот. Хочу еще попробовать такой сделать себе молоток, какой-то прямоугольный. Мне кажется, будет достаточно удобно именно бить плоскостью, а не вот этой вот такой поверхностью скругленной. Последнее такое мое наблюдение и совет. В общем, если, допустим, покупаете себе такой молоток, снимайте вот эту кромку. Я все забываю себе доработать этот инструмент. В общем, при касаниях с кожей может повреждать нам лицевую поверхность. Вот, там оставлять царапины, вмятины какие-то. Вот, поэтому старайтесь любой инструмент, который вам приходит, где-то купили, чаще всего это китайский, его никто не дорабатывает, просто себе так вот не поленитесь, обточите те же вот пробойники, к примеру, и у вас инструмент будет служить дольше, и в каких-то моментах он не будет создавать там сложности и не будет портить вам изделие. Надеюсь, видео вам будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо за просмотр.